Всем привет, это SPL Lab, с вами Кирилл, и сегодня мы продолжим серию обучающих видео. Сегодня мы с вами поговорим о режиме измерения звукового давления на сабвуфере в программе. Это режим называется SPL. Так вот, давайте запустим программу. Вот наше приложение. Соответственно, нам нужен режим SPL. Вот он здесь, в базовых режимах. И мы его открываем. Соответственно, у нас в настройках на портах выставлены два датчика SPL, чтобы мы могли выполнять измерения звукового давления. Открываем, смотрим, что у нас здесь такое. Итак, давайте, значит, это кнопка запуска остановки замера. Тут все, в общем-то, понятно. Нажали. Замер пошел, нажали стоп, замер остановился. Дальше. Удерживать пик. Эта галочка означает, что, соответственно, у нас на основном большом зеленом значении на табло будет изменяться результат, только если он выше, чем предыдущий. Дальше. По умолчанию дефолт сбрасывает все настройки режима по умолчанию. Далее. Количество каналов. 1 или 2. Соответственно, если у вас подключено 2 датчика, то может быть 2. 1, 1. Но, в принципе, программа поддерживает до 4 каналов. То есть, если у нас в настройках на портах 4 датчика SPL подключено, мы можем спокойно зайти, перезагрузить режим, чтобы он новое оборудование принял к сведению. И вот так вот у нас, в общем-то, окно раскроется и будет 4 канала. Эта ситуация достаточно нестандартная, поэтому мы вернемся к 2 каналам. Итак, смотрим дальше. Округлять до. 1 знак после запятой, 2 знака после запятой. До десятых или до сотых. Соответственно, для каких-то обычных замеров подойдет до десятых округления. Если же замеры нужны максимально точные, тогда уже до сотых. Это обычно на соревнованиях именно так. Период замера в секундах. Значит, здесь мы устанавливаем просто сколько секунд у нас длится замер. Далее. Граница частоты в герцах. Значит, это граница, выше которой программа результат не учитывает. То есть, допустим, нам нужно измерять только до 60 Гц. Видите, у нас и спектр здесь поменялся только до 60 Гц. Все, что выше, просто не будет учитываться. Если результат будет на 70 Гц, то программа, может быть, увидит там гармоники, которые ниже там проникли как-то, но сам этот результат на 70 Гц учитывать его не будет. Далее галочка у нас определение пика. Что это такое? Это если во время замера у нас частота тона, частота пика превысила установленную границу частоты в 60 Гц. То есть, если у нас граница 60, тон будет 70, то, соответственно, тогда при активном определении, при активной включенной опции определения пика у нас будет результат подсвечен красным, то есть, соответственно, участнику, то есть замер уже невалидный, потому что участник превысил допустимые рамки замера. Целевая частота и целевой коэффициент. Это отдельные настройки, мы о них попозже поговорим, они уже такие более специфические, более сложные. Вот, настройка типа калибровки. Классик или магнум, соответственно, под старый термолап или под новый термолап черненький магнум или старый серый классик. Дальше тип гибридного режима, тоже мы об этом отдельно поговорим во второй части видео. То же самое мы поговорим отдельно и про счетчик тонов, потому что это уже такие специфические вещи, редкие, которые не так часто используются. Дальше смотрим, что у нас дальше идет. Значит, мы вот эти все 3 части экрана, то есть сверху у нас настройки, дальше у нас идет табло, дальше идет осциллограф и внизу у нас спектр. Мы их можем отключать. То есть, допустим, нам не нужен осциллограф, нам не нужен спектр, нам нужно только табло. Можем их как угодно комбинировать и так далее. Вы можете включить внешнее табло.
Вот оно, вот здесь вот. То есть сейчас оно у меня на основном мониторе отобразилось. Но если бы у меня был подключен второй монитор, то оно бы отобразилось там, растянулось на весь экран. То есть это, скажем, такая возможность проведения каких-то своих мероприятий упрощенных, без какой-то системы статистики, когда у вас просто идет замер, и вы видите результат на табло. То есть если я сейчас запущу замер, вы сейчас увидите, что, в общем-то, вот результаты сюда дублируются. Вот. И, в общем, вот давайте сейчас попробуем сделать замер 5-секундный для примера, чтобы время не тянуть. Сделаем удержание пика. Итак, мы запускаем замер. 5 секунд у нас есть. Быстро подаем тон. Видим результат. Все. Больше у нас тон не проигрывается. Вот у нас результат, соответственно, зафиксировался. Вот, давайте пройдемся по опции. Значит, понятно, это у нас выносное табло включить, выключить. Показ дополнительной информации. Что это такое? Это отображение у нас нижней части табло. То есть в нижней части табло у нас отображается вот зеленым это общий результат замера, розовым текущий результат замера. То есть, допустим, если удержание пика у нас не включено, то общий и текущий замер, они будут одинаковые. Но если у нас включено удержание пика, то, соответственно, на общем значении у нас будет максимально достигнутое за все время замера. Ну и дальше частота пиковой составляющей, то есть в данном случае вот у нас 40 Гц мы видим по спектру, а здесь у нас время. Значит, вот еще есть такая галочка «Общие настройки». Что она делает? То есть, если она включена, то настройки левого канала будут применяться к правому каналу. Если мы отключим, мы можем отдельно настроить по-разному, чтобы у нас было. То есть, допустим, здесь мы без дополнительной информации выводим или без осциллографа, а на другом канале независимо, в общем, у нас по-другому. Вот, ну, включим для простоты, чтобы, в общем-то, они у нас были общие и одинаковые. Дальше. Осциллограф или форма волны. Ну, здесь понятно, что показывается текущая форма сигнала. Либо можно показать значение во времени. Что это из себя показывает? То есть, вот у нас здесь, допустим, 108 дБ, 107. То есть, соответственно, здесь у нас будет отображаться текущее значение с табло. Это удобно, если мы там потихонечку давали давление. Ну, давайте вот выключим здесь время, будем включим и посмотрим, как себя ведет. Вот, у нас давление начало расти, соответственно, здесь 157. Вот, здесь было 100. Теперь отключаем генератор. Ну поскольку у нас пик, оно удерживается. Если мы пик отключим, то вот оно опять у нас соответственно, до 100 опустилось. Вот. В общем, можно вот так отображать и смотреть, что у нас было в каждый, в общем, момент времени, какое было давление. Либо мы можем вот форму сигнала смотреть. Здесь то есть это независимо задается для каналов. Вот. Далее, самая у нас последняя часть, это у нас спектр. Вот. В общем-то, он, конечно, является наиболее информативным вот для замеров. Значит, что можно настроить в спектре? Тип шкалы. Логарифмическая или обычная? Я скажу так, что для замеров низкочастотных, то есть до 120 Гц, логарифмическая шкала особо не нужна, потому что ось X у нас линейно получается, и на ней, в общем-то, не так много значений, чтобы их попытаться вывести в логарифмической форме. То есть логарифмическая форма, она больше интересна для высокочастотных замеров до 20 кГц, то есть на всей слышимой области. Когда мы измеряем только низы, в принципе, нам наглядно будет видеть вот в таком линейном представлении. Но это, опять же, на вкус и цвет. Кому что больше нравится. Можно и так отображать, и логарифмическое, и линейную. Вот. Значит, дальше. Что такое авто? Авто – это
чтобы у нас масштаб по оси Y подстраивался автоматически под высоту столбика спектра максимальную. То есть, допустим, если у нас сейчас вот отображается до 110, потому что у нас текущий результат небольшой, чтобы нам вот это все показать, да, соответственно, ну вот включим удержание пика, нажмем пуск, и у нас автоматически шкала отмасштабировалась до 160, потому что текущий результат вот у нас близок к 160. Если мы это отключим, то у нас будет отображение жестко по заданным далее вот здесь вот границы отображения. То есть, допустим, мы там от 130 до 160. И вот мы максимально точно отобразили масштаб. То же самое мы можем сделать для частоты. Допустим, мы можем от 30 Гц сделать отображение до 50. И, соответственно, точно отобразить вот этот вот пик. Вот. Также стоит обратить вот на что внимание. Если у нас включен режим удержания, то на спектре будут отмечаться только пики вот высотой по текущему значению. То есть все остальные составляющие спектра для текущего сэмпла, для текущего замера, они не учитываются и не отображаются. То есть отображается именно пиковое значение. Поэтому вот если мы, допустим, чтобы вы понимали, сделаем отражение с 80, вот он, этот наш спектр как бы. Вот мы откроем, чтобы он был полностью. Вот он, весь наш сейчас спектр. Соответственно, мы видим не только пиковую составляющую, но и все остальные. Если мы включаем удержание пика, то у нас будет только одна вот эта вот палочка, вот эта составляющая спектра. А на втором канале, обратите внимание, значит, у нас идет шум покоя, 104 дБ, и, соответственно, частота у этого шума, она все время разнится. Вот он потихонечку вот так вот здесь у нас вырисовывает, получается фактически амплитудно-частотная характеристика шума покоя. Вот она чуть выше, чем 100 дБ. Мы можем обвести как бы текущую кривую спектра и сохранить ее в цветовой банк. Зачем это нужно? Ну, вот, допустим, давайте попробуем измерить АЧХ нашего в данном случае генератора. Вот у нас сейчас идет составляющая 40 Гц. Ну, давайте сейчас все выключим, сбросим и сделаем, допустим, кусочек АЧХ с 30 Гц. Итак, включаем и потихонечку начинаем частоту увеличивать. Где-то раз в секунду, раз в 2 секунды мы увеличиваем. Точно так же вы можете у себя делать, то есть в автомобиле просто переключать треки. И мы вот видим, как поднимается у нас. То есть дальше уже у нашей акустической системы идет, соответственно, резонансная частота. Вот здесь надо авто включить, потому что у нас только до 160 стоял, но мы уже превысили. Вот, соответственно, дальше сейчас уже идет потихонечку, идет спад. Вот. То есть, если вы у себя вот такой вот проделаете с датчиком на стекле, то вы увидите АЧХ вашей сабвуферной системы. Теперь мы можем вот эту вот нашу кривую, которую мы померили с пиком на 45 Гц, мы можем ее сохранить в любой из цветных банков. Вот, допустим, мы сохраним его там в красненький. И все. И вот у нас текущий отображенный спектр обвелся. И дальше, если вот, допустим, мы нажмем Reset, сейчас у нас все это пропадет. А дальше, если мы сделаем какие-то изменения в системе и снова замерим АЧХ,
то мы сможем также обвести другим цветом и наглядно видеть, что у нас поменялось от того, что мы изменили в системе, изменили в настройках системы, там еще где-то. Это будет все наглядно видно. До 4 таких вот кривых мы можем одновременно отображать. Также мы можем эти кривые сохранить в файл. Вот, нажимаем здесь «Сохранить». Соответственно, придумываем какое-то имя там, единички, и сохраняется. Для чего это сохранение? Для того, чтобы там, допустим, вы провели часть замеров, обвели несколько кривых АЧХ, закрыли программу и через какое-то время опять ее открыли, вы можете взять, то есть если мы сейчас вот, допустим, закроем режим SPL, открыли, у нас, соответственно, здесь ничего нет. Вот мы можем загрузить ранее сохраненный банк. Вот он загрузился, но для того, чтобы отображение, нам, соответственно, надо включить, что вот отображать. То есть для того, чтобы сохранить текущий спектр, нужно нажать на цветную кнопку. Для того, чтобы отобразить, спрятать, нужно галочку поставить здесь. Вот. Вот эти инструменты, они, конечно, удобны именно в поиске резонансной частоты, в поиске пика, то есть можно фактически положить датчик прямо в порт, допустим, фазы инвертора, также потихонечку пробежаться по частотам, и тогда вы получите резонансную частоту фазы инвертора. А если поставить датчик на стекло, и у вас в сабвуфере закрыт порт фазы инвертор, то вы получите резонансную частоту салона. То есть можно проводить разные эксперименты и так далее. Вот, значит, вот это вот то, что касается режима SPL, базовых таких основных его настроек. Вот, давайте дальше перейдем уже к более таким сложным моментам. Значит, допустим, выставим такую сложную конфигурацию на портах, что у нас на первом порту находится датчик SPL, на втором микрофон RTA. Вот выгружаем. Поставим здесь коэффициент для твердотельного датчика. На третьем порту мы установим датчик мощности усилителя. Про вот эту опцию я расскажу потом. Сохраняем. Так вот, у нас появляется в режиме SPL возможность выбора гибридного режима. Что это такое? Это когда у нас параллельно с замером SPL идет замер либо мощности через датчик мощности, либо замер SQL – это замер громких фронтов. То есть таким образом мы можем комбинировать данные, которые мы измеряем, не только данные по SPL, но и одновременно вывести на табло данные по мощности или по громким фронтам. То есть это можно делать такие комбинированные, скажем, соревнования, когда у нас одновременно идет замер и давление и громких фронтов, и, допустим, общие очки суммируются. Вот. Ну, для SQL, то есть, если мы сейчас включим замер, понятно, что вот у нас, да, там режим, то есть значение общее SPL идет, появляется вот эта еще нижняя часть на табло, где у нас показываются данные замера фронтов. То есть это розовое значение, это текущее значение, соответственно зеленое это общее значение, достигнутое за все время замера. Вот. Это гибридный режим. То есть с SQL вместе это такая более редкая вещь. В основном у нас идет замер вместе с датчиком мощности, вместе с режимом PWR. Вот. Здесь при выборе гибридного режима вы можете выбрать опции для режима, который для второго режима. То есть для SQL это минимальная и максимальная амплитуда, дробление по октавам, суммирование результатов. Вот, то есть сейчас у нас он как бы покажет их сумму.
А, Но эти настройки мы еще потом с вами разберем, именно когда мы будем отдельно рассматривать режим SQL. Здесь просто скажем, что это настройки гибридного режима SQL. То же самое для PWR. Здесь мы режим можем AC или DC, полную или активную мощность, удержание какое у нас здесь идет, максимум, минимум мощности, соответствующей максимальному SPL, или AVG это среднее. Также здесь задаются вот границы мощности допустимой, минимальной и максимальной. Ну, допустим, если мы поставим, что у нас минимальная мощность 300 Вт. Запустим замер. И мы увидим, что у нас сразу же табло подсветилось красным, то есть наш замер не удовлетворяет, он выходит за рамки, в данном случае мощность у нас 0 вольт-ампер, а это, соответственно, у нас меньше, чем установленные 300 Вт. Вот. Ну, про эти настройки мы тоже поговорим еще более детально при разборе режима PWR. Шумоподавление, да, опять же, то есть если нам нужно замерять сигналы до где-то там 300 до 400 Гц, то мы его включаем. Если же выше нам нужны значения, то мы его отключаем. И также эту опцию важно включать при замере таких сложных мощных усилителей класса D, которые большие помехи выдают по высоким частотам. Вот, это что касается гибридного режима. Вот. А дальше мы с вами поговорим про счетчик пиков. Что такое счетчик пиков? Мы можем задать программе критерий замера, сколько разных частот у нас должно быть во время одного замера. То есть, допустим, у нас должно быть 3 разных частоты уровнем не менее чем 130 дБ. Здесь можно любое значение вписать. Итак, значит, здесь мы устанавливаем минимальную продолжительность тона, здесь мы устанавливаем максимальную продолжительность тона и количество, которое у нас должно быть. Галочку Peak Hold, удержание пика, мы при этом снимаем. То есть получается, что у нас должно быть за все время замера дано 3 тона длительностью от 2 до 5 секунд. Давайте посмотрим, как это работает. Соответственно, здесь сейчас у нас будет отписываться, что программа измерила. Значит, пока у нас текущие значения, они не превышают вот этого порога в 130 дБ. Давайте сейчас подадим такой тон. И вот мы видим зелененьким то, что этот тон засчитан. Вот, давайте теперь другую какую-то частоту, там 45. Еще. Раз, два, три. Вот, соответственно, еще один засчитан. Ну и, допустим, 60 Гц тоже мы дадим частоту. Вот у нас удовлетворены критерии, получаются замера. 3 у нас тона, все, дальше участник может уже ничего не делать. Все, у нас замер мы останавливаем. Все, у нас табло зелененькое, все нормально. Вот. Теперь попробуем, соответственно, еще раз, только, допустим, если мы выйдем за рамки вот эти вот установленные здесь, то давайте дадим длинный тон. То есть вот мы даем 60 Гц длинные, заведомо больше, чем 5 секунд, останавливаем и смотрим. Все, если у нас вот такой вот красненький проскочил, мы, если остановим замер, все, он остается красный, то есть фактически получается, что у
участник не прошел, не выполнил это, потому что тон у нас был всего лишь один, и то он не учитывается, потому что он у нас красного цвета. Даже если мы потом дадим 3 тона зеленых удовлетворяющих, все равно уже замер получится у нас невалидный, потому что один из тонов у нас превысил 5 секунд. Вот такой вот счетчик тонов. С помощью настроек, в общем, можно достаточно интересные проводить замеры. Вот. Дальше давайте поговорим про целевую частоту и целевой коэффициент. Значит, что у нас такое целевая частота? Мы задаем некое значение для замера, допустим, 50 Гц. Значит, правило следующее. Все частоты, которые при замере будут выше, от них будет отниматься результат по правилу вот коэффициента. То есть, допустим, если мы делаем замер на 50 Гц, то у нас результат меняться не будет. Он как вот у нас сейчас в данной ситуации вот 158,3, так он и остается. Но если мы частоту повышаем, допустим, 70 Гц, то у нас идет резкий спад. То есть вот у нас виден реальный результат на этой частоте, а вот здесь результат с учетом вот этого целевого коэффициента. То есть если у нас целевой коэффициент равен единичке, это означает, что с каждым герцем результата выше, чем установленная целевая частота, у нас отнимается 1 дБ. То есть, если у нас целевая частота 50, коэффициент равен единичке, то на 70 это будет минус 20 дБ. Обратная ситуация происходит, если мы даем тоны ниже целевой частоты. То есть вот у нас установлено 50, а мы даем, допустим, 30. У нас идет, наоборот, прибавление, исходя из критериев целевого коэффициента. То есть у нас частота 30, целевая частота у нас 50, то есть 30 на 20 Гц меньше. И с уменьшением частоты идет прибавление целевого коэффициента, то есть по 1 дБ на каждый Герц. Мы можем этот момент изменить, то есть, допустим, по чуть-чуть прибавлять четверть децибела от каждого Герца. Тогда у нас, соответственно, получается, что мы всего 5 децибел накидываем из разницы в 20 децибел. Вот, то есть это позволяет нам задать некую частоту, к которой как бы должен стремиться у нас участник. То есть если мы ее зададим, там, допустим, достаточно низкую, то, допустим, там 40 или 30 Гц, то понятно, что если система давит выше, то результат будет только уменьшаться, только вычитаться, и надо, наоборот, уйти ниже этой частоты, то есть уйти там на чем ниже, тем лучше. Вот. Но это тоже такая достаточно хитрая настройка. Конечно, она в повседневной жизни не применяется, но все равно нужно этот момент знать, чтобы потом конструировать интересные режимы замера, самому создавать интересные лиги, интересные соревнования и так далее. Вот. В общем, думаю, что SPL режим мы разобрали, посмотрели. Надеюсь, что более-менее понятно я объяснил. Ну, если что-то непонятно, всегда можете написать мне в поддержку. Всем пока. С вами был SPL Lab. Это Кирилл. До новых встреч.